Один из самых старинных и знаменитых трактов России – Старая Смоленская дорога. Нам она давно не давала покоя. С одной стороны, там вдоль нее сплошная древность, 12 век, 13, а с другой, сколько там войн по ней прокатилось, сколько армий прошло, видимо-невидимо. И хотелось посмотреть, что же на этом тракте уцелело и как сейчас выглядит. Между прочим, довольно много частей Старой Смоленской дороги сохранилось. Где-то она асфальтированная, где-то грейдер, а кое-где и вовсе грунтовка, как будто никуда не делись те времена, когда по ней маршировали солдаты Наполеона или вообще шло войско Лжедмитрия. Кругом леса и поля, деревень по дороге встречается не очень много. Зато к 200-летию войны с французами на протяжении всей дороги в Смоленской области расставили стилизованные верстовые столбы с табличками на двух языках, с описанием того, что происходило в той или иной точке дороги. Мы честно остановились у каждой, чтобы прочитать. В сущности, все наше путешествие получилось связанным именно с событиями войны 1812 года. Начинается дорога с нулевой версты, ровно на границе с Белоруссией. К ней, в сторону государственной границы, мы и двинулись в первую очередь, чтобы начать свое путешествие от границы на Москву по следам русской армии и Наполеона, ну и вообще, так сказать, по следам истории. Впереди у нас все пункты, оставившие в истории хоть какой-то след. Чего здесь только не было. И героическое отступление, и не менее героическое наступление, и оборона переправ через реки, и затопленные сокровища Наполеона, и арьергардные бои, и серьезные крупные битвы. Все это мы проехали за 3 дня, останавливаясь на ночлег в Смоленске и Вязьме. Но обо всем по порядку, с самого начала дороги. Памятник «Нулевая верста Старой Смоленской дороги» поставлен в память о том, что войска Наполеона перешли здесь границу Старой России. Гранитный камень, установленный в 1912 году, крепко побит пулями и осколками во время Великой Отечественной, но все же уцелел. И опять отмеряет границу, только уже России с Белоруссией. Вон она за границей, видна за речкой Мирией. А рядом поле памяти, большой мемориал Великой Отечественной. Дорога у границы практически совсем пустая, деревень осталось мало до самого поселка Красного, весьма знаменитого места. Город Красный известен, между прочим, аж с 1165 года, практически ровесник дороги. Здесь 2 августа 1812 года при русском отступлении в течение суток отбивалась дивизия Неверовского, задержавшая Наполеона и в очередной раз давшая своим отступить. Чуть в стороне от центра, на бывшей окраине Красного, находится кладбище со Спасской церковью, единственной толком уцелевшей здесь. Неподалеку от нее братская могила защитников Красного, погибших в 1812 году. В центре города мемориал сразу обеим отечественным воинам. Памятник уланам 1812 года, побитый пулями, окружен памятниками другой войны. В братской могиле, расположенной в парке, лежат советские солдаты, тоже погибшие при защите и освобождении Красного. Чем знаменит бывший город, а ныне поселок Красный, это тем, что как раз близ него, на реке Лосвинке, практически полностью была разбита и рассеяна немалая часть бежавшей армии Наполеона. Неудивительно, что тут, в память о победе, поставили большую чугунную часовню. Правда, в советское время она была снесена, но теперь восстановлена, благо уцелел образец в Смоленске. Вокруг часовни теперь целый комплекс с пушками, мемориальной аллеей и прочими необходимыми атрибутами. Конечно, Старая Смоленская дорога не может быть без Смоленска. Но в Смоленске такое количество памятников, красивых видов, крепостных стен, историй, связанных с городом и его героями, что его мы лучше оставим на отдельный большой фильм. Несмотря на то, что Смоленск оказывался на пути всех наступавших армий, он сохранил такие удивительные памятники, о которых стоит рассказать подробно. А мы двигаемся дальше, к Валутиной горе и Лубино, где при отступлении от Смоленска русские войска дали серьезный бой французам. Найти место боя у Валутиной горы не так-то просто. Мемориал устроили сравнительно недавно местные жители. Стоит он в поле в стороне от дороги, до него надо от трассы пройти по грунтовке около километра. Но поворот отмечен верстовым столбом с табличкой, так что если внимательно смотреть, то найти можно. Тут целый набор памятников. И солдатам обеих армий, и неизвестному солдату, и даже тому, что здесь был смертельно ранен французский генерал Гюден. Старая Смоленская дорога, идущая через Валутину гору, здесь простая грунтовая колея. Она идет к железной дороге и через нее приводит к еще одному памятному месту событий того же дня, в Лубино. Собственно, битва была одна, только мест несколько. Около деревни Лубино на небольшой высотке тоже установлены памятники. Скромная часовня, большой валун с табличкой, братские могилы. Поисковики до сих пор находят солдат, погибших 200 лет назад. Есть и подробный плакат с рассказом о месте. Чтобы понимать, куда приехали, лучше прочитать, если заранее не готовились. И, конечно, тут проходит сама дорога, отмеченная верстовыми столбами. Столбы тут уже без табличек, они нужны для исторических реконструкций сражения. Смоленские реконструкторы тут ежегодно встречаются, чтобы вспомнить сцены из этой битвы. Мы реконструкции не застали. Приехали, когда на месте боя было тихо и безлюдно, и только густой иван-чай колыхался на ветру вокруг часовни и братских могил. Следующее место героического отступления с боями – Соловьева переправа через Днепр. Сначала мы наивно думали, что переправа была там, где сейчас мост на дороге. Как бы не так.
Нужно от церкви с длинным названием «Иконы Божией Матери Взыскания погибших» свернуть там, где стоит памятник Катюша, проехать по грунтовой дороге к самому Днепру и увидите бетонный памятник, указывающий точное место переправы. Она и в Великую Отечественную была актуальна. Как водится, основные силы переправлялись, а арьергард сдерживал наступавшего врага. Что тут творилось, что в 1812, что в 1941, трудно себе представить. А сейчас на месте бывших паромов местные стихийные пляжи. Люди мирно купаются, катаются на лодках и рыбачат. В Дорогобуже, тоже стоящем на Днепре, в древних валах, город сам чуть-чуть моложе Москвы, стоит памятник событиям 1812 года. Стоит он теперь рядом с Большой братской могилой 1941-43 годов, и в валах сделан мемориал, смешанный из памятников двух войн. Можно подъехать прямо к воротам городища и войти внутрь. В кольце валов тихо и чисто, стоят по соседству пушки и памятники Великой Отечественной и колонна с часовней в память о 1812. Кстати, как раз под Дорогобужем на отступавшую армию французов, помимо партизан, напала еще и лютая стужа. Теплая осенняя погода вдруг сменилась суровой, аномально ранней зимой. В отместку французы весь Дорогобуж сожгли, но с древними валами сделать ничего не смогли. Сейчас они все целиком памятник. Да и кое-какая старинная застройка в городе уцелела, посмотреть есть на что. А мы едем дальше, к древнему Болдину монастырю, неподалеку от Дорогобужа. Троицкий Герасимо-Болдин монастырь, основанный в XVI веке, стоит чуть в стороне от старой Смоленской дороги. Когда-то обитель была очень богатой, это видно по мощным стенам и храмам, которые, кстати, восстановили практически из руин. Монастырю часто приходилось несладко. Наполеоновские войска устроили тут тюрьму для русских пленных, а немецкие и вовсе взорвали все храмы. Только недавно все восстановили. Правда, съемки внутри запрещены, по территории ходят бдительные охранники, но летать они пока не умеют, так что мы полюбовались монастырем с воздуха. Вскоре после Болдина монастыря дорога превращается в живописную грунтовку. Самое время вообразить себя в прошлом. Проехать по ней до самой Вязьмы можно только на заряженном внедорожнике. На прочих лучше не рисковать и объехать опасный разбитый участок через Минское шоссе, свернув на Издешково, а потом вернуться через Беломир, выехав практически прямо к памятнику еще одному сражению 1812 года. Этот памятник поставлен на Протасовом мосту через речку Осьму. Здесь опять-таки все тот же арьергард русских войск 7 часов держал оборону, давая нашим отступить к Вязьме. Погибло 149 солдат, а 150 пропали без вести. Раненых 171 солдат и 6 офицеров. Там же стоит указатель, подсказывающий, куда можно поехать. Решив, что до Парижа нам далековато, мы отправились к Вязьме. Но по дороге между Беломиром и Вязьмой есть еще одно знаковое, даже в каком-то смысле легендарное место – Семлевское или Семлевское озеро, примерно в километре от старой Смоленской дороги. В нем, по легенде, Наполеон при отступлении приказал затопить награбленные в Москве сокровища – золото, серебро. Уже почти 200 лет сотни кладоискателей обследовали озеро, но ничего не нашли, кроме того, что вода в нем и правда с повышенным содержанием серебра. Поиски ведутся по сей день. Еще один древний город на старой Смоленской дороге, конечно, Вязьма. Между прочим, город очень красивый. Несмотря на все войны, здесь уцелели старинные дома и храмы, и даже здание старинной таможни на тракте. С проезжавших тут взимали положенную плату. Разумеется, есть здесь и интересные памятники. У Богородицкой церкви в центре города памятник Перновскому полку, а рядом новенький памятник Лаптю, в честь того, что по тракту больше всего ходили в лаптях, видимо. А у подножия Кремлевского холма в небольшом сквере памятник доблестным предкам с двуглавым орлом, клюющим французское знамя. Вокруг много красивого и интересного. Кстати, в Вязьме мы и заночевали в гостинице с окнами прямо на старую Смоленскую дорогу. После Вязьмы старинный наш тракт пересекает Минское шоссе и уходит к деревне Теплуха, славной тем, что здесь в сентябре 1818-го базировался партизанский отряд Дениса Давыдова. Валун-памятник разглядеть с дороги не так просто, он прячется в высокой траве. А еще один, просто отмечающий старую Смоленскую дорогу, стоит на холме над самой дорогой, которая тут частично асфальтирована, а потом опять узкой грунтовой тропкой уходит в лес и дальше к деревне Царево-Займище. Это самое Царево-Займище отмечено даже на Минском шоссе большим памятником, а в самой деревне стоит памятничек поменьше и попроще, зато постарше, в честь того, что именно здесь к войскам прибыл Михаил Кутузов, чтобы возглавить их к большому удовольствию простых солдат. Представьте себе, то есть прямо вот тут, по этой деревенской дороге, приехал к войскам фельдмаршал, будущий победитель Наполеона. На этом оканчивается наше путешествие по старой Смоленской дороге в Смоленской области. Символично, что как раз в том месте, где Кутузов принял командование русской армией. И все пошло по-другому, и не только на этой дороге. В каждом выпуске мы рассказываем о необычных и интересных местах. Подписывайтесь на канал, пишите, о чем еще хотели бы узнать, смотрите и путешествуйте.